Санкции за Навального, облавы на мужчин в Пензе, автономные автомобили в Португалии. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 20 июня, 14:30. 15 июня Совет ЕС принял новый пакет санкций. В списке впервые выделены причастные к преследованию, отравлению и гибели Алексея Навального судьи, прокуроры, сотрудники правоохранительных органов, ФСБ и медперсонал. Туда же внесли и компанию, создающую систему по распознаванию лиц, чью технологию власти использовали, чтобы вычислять и задерживать протестующих. Также под санкции попали пропагандисты, теневой флот, производители и поставщики дронов и военной техники. 18 и 19 июня правозащитные проекты «Идите лесом» и движение сознательных отказчиков, а также издание «Говорит не Москва» и «Медиазона» сообщили о массовых рейдах на мужчин в Пензе, Каменке и Кузнецке. Жители утверждают, что задержанных принуждали подписать контракт с Минобороны для отправки на войну против Украины. Власти, как обычно, все отрицают. Областное управление МВД назвало сообщения о якобы массовых рейдах недостоверными, но признали, что силовики оказывали содействие в поиске мужчин, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. 25 марта на YouTube-канале The Insider вышло интервью Владимира Бернгарта, казака с Кубани. Ранее он работал полицейским, а в 2022 году его мобилизовали. Больше 2 лет он как медик вытаскивал с передовой раненых. Собирая тела и россиян, и украинцев, он понял, что воюет на стороне агрессора, и завел антивоенные каналы «Дневник казака», где критиковал Путина и вскрывал армейскую коррупцию. Он рассказал, как военная полиция за это его избила и держала в яме, и что жизнь в обмен на удаление каналов сохранить помогло только хорошее настроение начальства. Первый раз в самоволку он ушел, когда ему отказали в отпуске с целью помочь больному раком сыну получить лечение, а когда его решили отправить на штурм, он решил дезертировать. Почти 10 месяцев он выживал в лесах и искал способ перейти границу. Его поймали, и он снова смог сбежать. Теперь он помогает уйти с войны тем, кто понял, что тоже ошибся, через свой проект «Твердый знак». 8 июня опубликован закон, разрешающий в Португалии режим испытания автономного вождения. С июля вузы, лаборатории и компании смогут тестировать беспилотники на дорогах. Целью является дать мобильность тем, кто не может водить сам, по здоровью или другим причинам. Среди мировых лидеров была и Россия. Робомобили Яндекса больше 5 лет назад ездили по улицам Москвы, и многие видели их своими глазами. После полномасштабного вторжения в Украину санкции и геополитика разорвали компанию. Основатель Яндекса Аркадий Волош осудил варварское вторжение, а международная часть отделилась. Российскую часть компании, по данным Медузы и The Bell, продали почти в 6 раз дешевле оценки до вторжения, а список будущих владельцев Путин согласовывал лично. Россия не их собственность. Объединяйтесь, стройте свои сообщества и поддерживайте тех, кто сопротивляется.